Причины женских измен и можно ли их распознать? Дорогие друзья, здравствуйте! В этом видео я хочу поговорить с вами о женских изменах. Почему они происходят, можно ли их как-то определить, предотвратить и вообще исключить? Хотите знать об этом все, тогда смотрите это видео до конца. Сейчас я, возможно, скажу то, что многих повергнет в шок. Но, к сожалению, это статистика, которая дает нам такие данные, что каждая вторая женщина изменяет или изменяла своему мужу или партнеру. А еще самое тревожное то, что каждый 10-й ребенок, родившийся в браке, не от мужа. Причем мужчины не в курсе. А вы как считаете, правда это или нет? Напишите свое мнение в комментариях, а также ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Всю эту статистику я привел не к тому, чтобы поднять волну возмущения, а к тому, что необходимо исправлять эту ужасную ситуацию. И здесь многое зависит от нас, от мужчин. Конечно, я нисколько не снимаю ответственности за измены с женщин, и чтобы не ходить рогатым, надо разобраться, что их вынуждает на такие действия. Далее вы узнаете про то, почему происходят женские измены, можно ли их определить и предотвратить. А пока я хочу рассказать новым зрителям моего канала, а также напомнить тем, кто уже это знал, что под этим видео вы найдете волшебные ссылки на бесплатную программу тренировок и мои онлайн-тренинги с уникальными, абсолютно новыми методами для мужчин разного возраста, у кого пока плохо получается управлять своим семяизвержением и совершать длительные половые акты от получаса и выше, причем с результатом всего за 1 неделю. Все подробности под этим видео. Женскую измену, особенно мужчине, очень трудно определить в силу исторического развития, так как мужчины, ранее занимаясь охотой, получили узконаправленное прямолинейное зрение в одну точку, не замечая остального, что располагается вокруг цели. Такое зрение в настоящий момент мешает им, к примеру, найти что-то в холодильнике, а в нашем случае заметить следы измены женщины, которые присутствуют на ней. Да и вообще заметить какие-либо изменения в ее внешности, на что они, кстати, очень сильно обижаются. Женщины же, в свою очередь, занимаясь тем, что следили за детьми, собирали ягоды, грибы, получили очень хорошее периферическое зрение, которое позволяет им в настоящий момент замечать все происходящее даже краем глаза. Поэтому самонадеянность мужчин и их непредусмотрительность приводит к тому, что женщины быстро замечают признаки измены. Как я только что отметил, женщин хоть и сильно раздражает невнимательность мужчин, но это не причина их измен. Так же, как и не причина разбросанные по квартиру носки. Основной и практически единственной причиной женских измен является то, что они не получают в браке или в отношениях сексуального удовлетворения. А это, как известно, сказывается на их здоровье и эмоциональном состоянии. Однако большинство мужчин опять же самонадеянно думает, что полностью удовлетворяет свою партнершу, хотя это далеко не так. Непродолжительные предварительные ласки, незнание женских эрогенных зон, плохая эмоциональная подготовка и разогрев женщины к интимной близости, короткие половые акты – все это приводит к тому, что рано или поздно возлюбленной надоедает заниматься тем, от чего она не получает удовольствия, а в некоторых случаях даже и доставляет боль. И тогда она, во-первых, начинает уклоняться от секса, избегать его всеми путями, придумывая различные причины. А во-вторых, искать сексуальное удовлетворение и наслаждение на стороне. И если в ее окружении есть подруги, которые уже изменяют мужьям, и ей позволяет воспитание и моральные устои, то женщина с большой долей вероятности тоже пойдет на этот шаг. Какой есть выход из этой ситуации? Раз мужчинам трудно распознать признаки женских измен, да и для любого мужчины недопустимо, чтобы ему изменяли, значит необходимо не допустить измены, исключить все факторы, способствующие этому. Стать для нее единственным, сделать так, чтобы его женщина даже не узнала такого слова, как измена. Подходя к этому вопросу с точки зрения сексуальных отношений, этому помогают длительные предварительные ласки, изучение ее эрогенных зон, как общих, так и индивидуальных, правильное воздействие на них, формирование необходимого настроя женщины перед интимной близостью, путем создания комфортной обстановки, гигиены, нужных слов. Очень важную роль играет и контроль своего семяизвержения, то есть совершение длительных половых актов. Все это и не только поможет вам стать единственным для своей любимой и не допустить у нее в голове ни единой мысли о смене партнера, пусть даже вы не Ален Делон и не Брэд Питт. Чем больше вы ей подарите внимания и ласки, тем больше получите взамен.
А как научиться длительным половым актам, самостоятельным контролем своего семяизвержения я рассказываю в своих тренингах. Переходите по ссылкам под этим видео. Смотрите другие мои видео, делитесь ими с друзьями, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Благодарю вас за внимание, всего вам самого хорошего. До свидания.